Приветствую тебя. Давайте порассуждаем сегодня на тему, что же такое ум и разум, в чем их отличие. Ум– это способность человека мыслить, воспринимать, запоминать и обрабатывать информацию. Основные функции ума– запоминание информации через органы чувств, усвоение и анализ полученных данных, обработка опыта через призму приятных и неприятных ощущений, формирование желаний на основе полученного опыта. Разум– это высшая степень мыслительного процесса, способность к творческому, рациональному и абстрактному мышлению. Разум использует информацию, накопленную умом, и обрабатывает ее на более глубоком уровне, учитывая нравственные и этические аспекты. Основные различия между умом и разумом. Ум опирается на опыт и ощущения, а разум– на интуицию и анализ. Ум стремится к достижению цели любыми путями. Разум учитывает последствия и потребности. Ум принимает решения на основе прошлого опыта. Разум оценивает ситуацию комплексно. Ум отвечает за физиологические потребности, а разум– за духовные и нравственные. Примеры проявления. Когда хочется съесть много сладкого, это работа ума. Разум же подсказывает, что это вредно для здоровья. Ум – это категория тела. При желании купить дорогую вещь в кредит ум считает только платежи, а разум оценивает риски и целесообразность. В конфликтной ситуации ум может подталкивать к агрессии, а разум – к конструктивному решению. Важно развивать оба качества в гармонии, так как только их сочетание позволяет принимать взвешенные решения. Вопрос. Разум связан ли с высшими аспектами сознания? Да, разум тесно связан с высшими аспектами сознания. Разум представляет собой высшую форму мыслительной деятельности, которая включает способность к абстрактному мышлению, умение анализировать и синтезировать информацию, возможность принимать осознанные решения, духовное и нравственное осмысление действительности. Связь разума с высшим сознанием проявляется в способности выходить за рамки обычного восприятия, возможности интуитивного познания, умению видеть глубинные связи между явлениями, способности к творческому осмыслению реальности. Высшие аспекты разума позволяют человеку достигать духовного развития, осознавать свою связь с окружающим миром, формировать нравственные принципы, создавать новые идеи и концепции. В современном понимании разум рассматривается как комплексное явление, объединяющее интеллектуальные способности, эмоциональный интеллект, духовные аспекты бытия, способность к самосознанию. Высшие аспекты разума позволяют человеку достигать духовного развития, осознавать свою связь с окружающим миром, формировать нравственные принципы, создавать новые идеи и концепции. В современном понимании разум рассматривается как комплексное явление, объединяющее интеллектуальные способности, эмоциональный интеллект, духовные аспекты бытия, способность к самосознанию. При этом важно понимать, что разум работает в тесной взаимосвязи с другими уровнями сознания, но именно его высшие проявления позволяют человеку достигать глубокого понимания себя и мира, развиваться духовно и творчески. То есть разум– это управляемая категория, а ум– это неуправляемая категория, и ты должен взять контроль над своим умом, так как ум– это категория тела, и также контролируешь свое питание через взятие контроля над умом. Считай эти коды на уровне вибраций.